Привет, дорогие друзья! телезрители нашего канала, который называется «Мир путешествий и отдыха». Вова и Катя, мы вас приветствуем в солнечной Хургаде, в которой мы сейчас находимся. Какой солнечный Хургаде? Это Луксор, ребята. Ай, блин, точно. О, не туда. Привет, дорогие телезрители нашего канала. А что заговорились? Мир путешествий и отдыха. Вова и Катя вас приветствуют в солнечном Луксоре. Ну, конечно, мы идем между домов, и солнца мало, но солнце реально Печет сегодня. Да, печет. Оно побольше, чем в Хургаде. Вернее, здесь температура воздуха. А мы движемся с вами по я, может, скажу, какая температура? по центру Луксора. По таким вот улочкам, да, показываем вам колорит жизни внутри Египта, как живут египтяне вне туристической зоны. А путь мы с вами держим к Луксорскому храму. Покажем вам одну из достопримечательностей города Луксора, Египта. Вон впереди полиция, да. Ее, кстати, снимать нельзя. Сегодня какой-то то ли праздник, то ли кто-то приезжает, потому что очень много полиции. Некоторые улицы просто-напросто перекрыты. Кать, твои вкусняшки. Давай подойдем, посмотрим. Катины любимые вкусняшки. Она о них мечтала. Ты не думала увидеть? Это хлеб. Вон, видишь, хлеб такой, который я ем. Вот плюшечки твои любимые. Да. Так, ребята, Катя все-таки приобрела такие вот палочки, или как мы их называем, египетские палочки, похожие на палочки. Вот, смотрите, вот такие вот они палочки, а то я их могу съесть. Да. Руками трогать не буду. Это вот пакетик 5 фунтов. Получается 30 центов. Он взвесил это. Ну, как тебе? Это как наши палочки с кунжутом. Ну, они не сладкие, они, ну, ничего тут нету. Слава богу. Мне не нравится. Угу. Потому что они ближе к нашему. И кунжут. И кунжут насыпано. Как бы Ну да. нормально есть, можно. Ну, просто что особо нет, потому что они безвкусные такие. Ну, я такой люблю. Ни соли нету, ни сахара. Ага. Ну, а мы с вами двигаемся к Луксорскому храму. И мы уже вот почти подошли. Впереди вот я вам покажу. Даже видны немножко колонны. Сейчас мы найдем вход, найдем кассу. Потому что, напоминаю, мы своим ходом, без гидов, без экскурсий. Сами первый раз здесь. И поэтому будем сейчас все с вами искать. Так, ребята, вот мы подошли. Вот позади нас храм этот. Я просто не мог снимать вход, очень много полиции. Не знаю, наверное, и именно возле этого храма. Вот смотрю, скорая помощь стоит. За автобусами там тоже военные броневики. Может, кто-то приезжает из высокопоставленных. И поэтому такое. И камеру не стал включать. Ну, получается, вход вот сюда, наверное. А сейчас мы будем искать, где приобрести тикен, билеты. Это как обычно, центральный вход. Вот как я вам показал. А билеты перед центральным входом с левой стороны. Вот в таких вот окошечках. Да, билетные кассы могли бы сделать как-то более посовременней, что ли. 2. Ну, 400, да. 200. Есть у тебя без сдачи? Да, наверное, есть зак. У меня столько мелочи. Сотки, наверное, нету. А у нее есть. Пускай 201 будет 200, 320, так? Все правильно? 160, 160. Ок? Да. Покажи.
Пожалуйста, билеты. Сейчас, минутку. Сейчас покажу. Так, вот так вот выглядят билеты. Они получается. похожи, да? Вот как с Карнакским храмом. Они сильно не заморачиваются, картинки Ну да. просто поменяли, да и И все. цена, только там было 200 Да, там фунтов. было 200 фунтов, а здесь 160. Там они стоили, получается, 13 долларов, а здесь 10 долларов. Вход выглядит вот так, куда мы сразу направились. И там как бы полиция, поэтому я камеру выключаю. Будут нас там проверять, опять будет досмотр сумок. Так, ребята, да, вот мы вошли в сам храм. Получается, с правой стороны, если кому нужны туалеты, есть туалеты. И Тоже здесь 5 вот, фунтов. да, и здесь, вот почему полиции много. Вот теперь все ясно. Смотрите, здесь готовят сцену. Здесь будет проходить какие-то торжества. А здесь стоять и просто чик. Yeah, this beautiful. What's your name? Вот вдалеке. А можно вот видео, YouTube канал, чуть-чуть? No, 1-2 second. no, bro. Очень жаль. Да. Угу. Да, сейчас вам фото сделают. Не снял он, конечно, вот те золотые ладьи. Там вот такие вот золотые ладьи. Они будут, я так понимаю, выплывать. Как будто выплывать вот по этой вот дорожке. А сам вход в храм вот так вот выглядит. Ребята, вот смотрите, какие массивные колонны. Реально. Вот смотрите, вот это, эти вот надписи. Вот до этого дотрагивалась рука египтян более 2000 лет. А может и то, и того больше. Да. Здесь все дышит. Дышит и пронизано такой атмосферой, историей. Ведь это вот все они перевели, все вот эти вот рисунки. Смотрите, какие они. Вот буйволы. Посмотри, Да. буйволы. Тут даже можно некоторые рисунки и понять. Да, скажи, атмосфера такая пронизана тут, да. Вот мы стоим вот между двух этих стен. И так это, так ощущаешь себя немножко по-другому. Надо вообще очки снять, потому что через очки, через мои, это совсем не то. Да, конечно, впечатляет. Не знаю, конечно, этого всего не передать. Но это круто, ребята, это круто. Здесь несколько тысяч лет назад были люди, которые вот это все строили. Воздвигали вот это. Посекали вот каждую эту вот. Ведь это каждая эта вот выемка, она что-то значит, означает. Очень классно. Да. А вот даже какой-то жучок там. Жук-скоробей. А вот там вообще интересно такая и 3 таких каких-то точки. Что они означают? Мы же любим по таким местам лазить, где не ступало много человека. Смотри, а здесь сколько надписей. Ё-моё. Обалдеть. Здесь вообще он четко сохранившийся. Конечно, сохранившийся. И главное, Вова мне каждый раз говорит: посмотри, что там, посмотри, еще руку туда просунь, Катя.
А вон, посмотри, вот это письмена. Стена. Да. Ну это просто. Ой, ну я не знаю, я даже не знаю, что сказать. Куда-то запретно. Здесь вот, ребята, вы видите, что до сих пор ведутся раскопки. Вот эти все камушки. То все находят и разбирают по крупицам. Даже вот они подписаны. Не знаю, какая там в процентном соотношении часть только сохранилась. А сколько еще наша земля хранит. И тайн, и достопримечательностей. Да, как видите, и строительство идет, и впереди еще какая-то сцена. И вот так опять массивные колонны, мощь колонн. Это надо было вот так вот выточить, закруглить их. Мало того, так еще и написать. А надпись кругом, когда пишешь, это же неудобно. И получается, ну, одним словом, мастера. Да, столько сцен, что можно запутаться. Но основная, я так понимаю, вот здесь. Именно в Луксорском храме. Не знаю, что за торжества, конечно, но ребята стараются. Я думаю, на фоне вот этих колонн будет как красивое зрелище. Да, представляешь, какая мощь? Это все люди сотворили, блин, даже. Каждый камень, это надо было подогнать с такой точностью, что бритвочка не пролазит. И смотрите, сохранилась краска. Ребята, это реально краска. И мы дотрагиваемся, она очень гладкая. О, аж древки по телу. Вот и на фараоне краска. Жах, и перенесешься сразу в то время. Я так понимаю, это вот какой-то алтарь. Наверное, тоже вот с сохранившейся краской. Видно. Алтарь, ну вот из-за того, что крыша была, и поэтому она и сохранилась, нарисована. Но это что-то напоминает римское, это скорее всего уже римские, потому что вот эти колонны, вот такие, это я точно, как и знаю, это уже римская эпоха. Вот колонны устанавливали в римскую эпоху. Так, идем дальше. Так, вот мы тоже, вот там тоже получается, тоже после раскопок, наверное, эти вот сохранившиеся эти камушки остались. А это вот, наверное, вот так вот выглядело их
дорога, по которой они ходили. Вот так вот устилали. Да, ребята, а вот это в древние времена, видно, действительно, это вот была большая зала, где что-то какие-то проводились торжества. И в настоящее время, вы как видите, тоже здесь установили сцену. И тоже будет проводиться какое-то мероприятие. Ну, а мы с вами уже направляемся ближе к выходу. Пробежали. Не пробежали, прошли. По 2 часа хороших мы здесь провели. В отличие от экскурсии, что они полчаса только. Вот вдалеке вы видите тоже какие-то тоже камни лежат. Я обратил внимание, даже что они раскапывают, они слаживают, подписывают, потом, наверное, разбираются с ними. Да, вот эта вот лодка, я так понимаю, это вот лодка Амон-Ра. Это сейчас вот начали египтяне вроде сохранять свои эти ценности, оберегать эти вот туристическое все это делать. А до 19 века здесь все разбирали, кому не лень. И черные копатели, и французы, и англичане. И сейчас вы экспонаты можете найти по всему миру разбросаны. Сейчас они пытаются их как бы вернуть. Ну, вроде говорят, что за последний год, по-моему, 2000 или 5000, не помню. Вчера разговаривал, как бы вернули экспонатов. Синикрица не напоминает тебе вот лица китайские? Вот есть какое-то, вот если видите, то вот присмотритесь, ребята, вот есть что-то у них такое китайское. Может, мы еще свою историю мало знаем, может, и китайцы здесь свой след оставили. Потому что некоторые вот черты, не во всех, но некоторые черты так вот проскакивают что-то. Праздник какой-то реально очень грандиозный будет, потому что мы даже зашли вот со стороны, где ведутся раскопки, вот вы видите, и здесь тоже устанавливают какие-то подиумы, сцены. И это вот получается мусульмане возвели мечеть. Реально это вот мусульманская мечеть в самом египетском храме. Видите, в этом храме проскочили нотки и мусульман, и римлян, и египтян. Вернее, были первые это египтяне, а уже потом след уже начали оставлять все религии. Ну и это, и христианство. Потому что христиане, как правило, лица убирали, лица богов, чтобы когда принесли в Египет христианство, чтобы египтяне не поклонялись своим богам, они отсекали вот лица. Во многих, вот видите, лиц не видно. Так, ребята, и вот позади мы оставляем Луксорский храм, потому что мы вышли, полицейского попросили со стороны Нила, потому что если бы мы вышли, как входили, нам пришлось бы всю аллею, ну не всю, половину аллеи сфинксов, где-то 1,5 километра обходить. И поэтому он как бы сначала запрещал, но потом, как видел, что мы туристы, разрешил нам пройти. А музей где-то сколько там метров осталось? Да уже кто 190. Музей вот где-то впереди. Ну, вы видите. Дорога делается. Да, видишь, делают. Точно праздник какой-то. Делают к празднику. Все что-то ремонтируют, плитку ложат, все. Так дорогу новую, Ну, новую дорогу. чтобы Да. подъехал. А вот здесь тоже закрытая зона. Это, кстати, относится тоже к Луксорскому храму. Здесь вот тоже каждый камушек, это как бы запрещено. Здесь, вот вы видите палатки. Видите, вот идут раскопки. Рукой не показывай, нельзя. Катя запрещает мне рукой показывать. Тогда я буду показывать сейчас ногой. Да. Ногой, наверное, можно. А вот и раскопки сами. Да, Вот. раскапывается все. О, да. Интересно, вот штыры тоже как-то забиты. Для чего они забиты? Вот каждый кирпичик, каждый блок. Здорово.
Ну вот здесь уже понятно, вот кирпичная стена, это уже как бы это уже может и наши постройки. Но сам смысл, что здесь вот реально. Так, ну а мы двигаемся дальше. Снимать, кстати, полицейских в Египте нельзя. Так, ну как бы Но вот там унификацион музей написано. Мы сейчас будем переходить. И вот мы подошли к музею. Вот музей мумификации. Оно, оказывается, здание так такового. А вот получается Луксорский храм. Туда, туда. Музей. From. Да. Мы шли из здания, искали. А здания так такового нету. Оно получается, да. Оно получается, нужно идти под землю. Так, здесь опять полиция, рамка. Музеи пока закрыты, днем они закрыты, они открываются в основном, работают с 9 до часу и с 5 до утра. Вот у них период работы вот такой. И вот, дорогие друзья, мы посмотрели с вами Луксорский храм. И мы двигаемся к следующей достопримечательности. От вас, как всегда, лайк и подписка. Ну и оставайтесь с нами. И мы покажем много чего еще интересного.